Прежде всего хочу обратиться к долбоебам, которые постоянно пытаются в комментариях меня уличить в рекламе Мерседеса. Идите нахуй. Это же немецкая овчарка. Это реклама BMW. Во-первых, в рекламе Мерседеса не может звучать слово долбоеб. А во-вторых, в рекламе Мерседеса не может звучать слово, что приходит к нормальному ростовчанину. Первое, когда он оказывается на сухом асфальте, на шипах. У меня есть сэшка, но, повторяю, жена не дает мне. Часто пытаются уличить меня в понтах, да, в хвастовстве. Ничего крутого в этом Мерседесе нет. Кроме того, что это самый крутой на данный момент Мерседес. Пацаны, сэшку в смысле не дает. Меня видно вообще, кстати? Его зовут Тима. Спрашивали, а кто вместо Тёмы? Вместо Тёмы Тима. Рисковать Мерседесами это достаточно дорого, поэтому мы поедем, рискнем Тойотами. Мне очень сейчас страшно. Модельный ряд усилителей Pride в прошлом году был довольно ограниченный и весь состоял из корейских усилков 300/2 и 150/4, все остальные были моноблоки. В этом же году модельный ряд увеличился кратно, появились китайские усилители, сделанные с применением корейской и немецкой схемотехники. Появились также мощные широкополосные моноблоки, и гамма сабвуферных моноблоков достаточно сильно расширилась, хотя некоторые модели снимаются с производства, но до сих пор их в некоторых местах можно купить. Давайте рассмотрим более подробно модельный ряд. Усилители я бы разбил на 3 категории. Это сабвуферные моноблоки, широкополосные моноблоки и широкополосные 2- и 4-канальники. Всего во всем модельном ряду присутствует 3 китайца, все остальное произведено в Корее. Про Корею особо говорить, наверное, ничего не нужно. Стабильность, я бы сказал, у корейцев самая лучшая. Если сравнивать с Китаем или Бразилией, то корейцы меньше всего попадают в ремонт. Самые доступные моноблоки Little One и 1.2К сменились моделями Мили и Меца. Заявки у них 1 и 1,5 киловатта соответственно, а также вот этот доступный сегмент дополнился еще одной моделью 400-ваттной под названием Uno. Uno делается в отличие от остальных сабвуферных моноблоков в Китае, и это единственный китаец в этой категории. Ну, как я уже сказал, применяются немецкие схемотехники. Топовую линейку у нас почистили, у нас были там 2,5, 4, 5,5, десятка и даже, по-моему, 8. Сейчас моделей будет кратно меньше. Аврора, она имеет заявку 3,3 киловатта. Дальше у нас идет 5,5 тысячник, от 4 Pride отказался. И завершает та же самая модель, которая и была топовая, это 10 киловатт. В планах вроде бы, как я слышал, 5500 сделать дешевле, но чуть менее мощным. Вот такую золотую середину найти, потому что в данный момент за 5500 вам придется отдать 65 тысяч рублей. А ниже за Аврору, за 3300, она уже стоит на целых 35 тысяч дешевле. Вот опять такой зазор получился, мне кажется, не совсем логичный. Вот решили не дополнять моделью еще одной, а снизить стоимость 5500, но это в любом случае в планах. На данный момент у нас есть Аврора, 5,5К и 10. Широкополосниками же все наоборот. Модельный ряд увеличился вдвое. К моделям D-класса 300/2, очень мощному 2-канальнику, и 150/4, не менее мощному 4-канальнику добавились 2 усилителя AB-класса. Это 2-канальник Duo и 4-канальник Quattro. Оба усилителя AB-класса, оба с заявкой 75 Вт на канал при подключении в 4 Ома или 100 Вт на канал при подключении в 2 Ома. Мы не стали тестировать, ведь целиком и полностью Мише Савину доверяю. У него на канале есть тест того же Quattro. Очень интересный 4-канальник и по очень вкусной цене в 6500. Также эти усилки имеют смелую заявку в подключении в мост. У Duo это соответственно 1 канал 200 Вт, 4 Ома заявка. И у Quattro это 2 канала по 200 Вт, также в 4 Ома. Ниже мостами они не заявляют, и я бы вам действительно не рекомендовал AB-класса такого размера подключать ниже. И также модельный ряд усилителей Pride дополнился еще одной целой категорией. Это широкополосные моноблоки. Чем они отличаются от сабвуферных? В сабвуферных, как правило, фильтрация очень ограниченная. Поверху фильтр низких частот LPF порядка от 150, 200 Гц, 250. Здесь же мы имеем сумасшедший просто фильтр LPF до 17 кГц. Но здесь же мы видим и провал небольшой. Это сабсоник, так называемый. Это сразу видно, что эта штука перекочевала из моноблока. Добавили к нему вот такой высокий фильтр по LPF, но забыли про HPF. Почему я считаю это таким
небольшим, но провалом. По сути, в таких системах во всех стоят уже или процессоры, или внешние, или встроенные в головное устройство. Но сама задумка, этот усилитель должен работать на фронт, а фронт, тем более на такой громкости, вам, как правило, нужно довольно высоко подрезать снизу. Здесь же мы имеем ограничение в 50 Гц, то есть это по сути обычный сабвуферный сабсоник, и фильтра HPF у нас развитого нет. Грубо говоря, если вы запустите с полной полосы, с магнитофона, на котором отсутствует фильтр, например, там до 500 Гц, а вам нужно будет порезать вот середина кучу на 500, вы этого сделать не сможете ни на магнитофоне, ни на этом усилителе, и у вас будет через этот моноблок пролетать довольно большое количество низких для среднечастотников частот. У нас есть версия 4 киловаттная, и у меня сразу возник вопрос, куда его пихать. Ответ был вот простой, я это спрашивал у владельца Прайда, говорю, а зачем вы 4-киловаттник выпустили, который в широкую полосу, куда его пихать? Он говорит, на 10-12 пар соло, то есть мы можем подключить, грубо говоря, 10 динамиков и влить каждому 300 Вт смело, с хорошим запасом, но при этом надо понимать, что бюджет составит на усиление двух дверей только среднечастотников 90 тысяч на усилители, потому что 4-киловаттная версия вот этого широкополосника предлагается за 45 тысяч. Его младший собрат 2,5 киловаттник стоит 35. Подводя итог по усилкам, имеем 6 сабвуферных моноблоков, все D-класса, один из них только китаец, остальные находятся с большим, я бы сказал, зазором по цене. Можно было бы разбавлять. Почему Pride уменьшает ассортимент, если честно, я не знаю. Возможно, отказываются от менее продаваемых моделей, к более универсальным приходят. В широкополосных усях у нас 4 модели, 2 АБ-класса и 2 Д-класса. И новинка, вот широкополосники представлены двумя моделями, 2500 и 4000 Вт. И в завершении акустика. Акустика, на мой взгляд, не менее интересная, чем сабвуферы, но модельный ряд достаточно узкий. Остановимся более подробно на среднечастотниках, которые производятся в России, в городе Казань. Есть 3 серии, это Emerald, Ruby и Solo. И Solo разделяется на первую и вторую версию. Все катушки объединенные алюминий. Все имеют сопротивление порядка 3 Ом. Никаких версий сопротивлений других нет. Нет пока версий размеров. Младший Emerald имеют катушку 1,25 дюйма, сумасшедшую чувствительность, заявку в 100 Вт и стоит при этом 3000 рублей. Очень недорого за динамик такого уровня. На 1000 дороже у нас стоят Ruby, они уже мощнее. Реальная мощность у динамика 150 Вт, это очень внушительно. Играют очень громко, стоят при этом всего 4000 рублей. Добавляя 2000, получаем уже 200 Вт, такую же 1,5 дюймовую катушку, но более мощную. Solo, и вот если бы не появилась V2, это были бы на данный момент одни из самых громких динамиков в мире. Но Pride не остановился на V1 и сделал V2, которая вот поистине сейчас такой уникальный динамик. Мощность заявленная 250 Вт, катушка уже 1,75 дюйма и стоимость всего на 500 рублей дороже, чем у первой версии. Тоже здесь мне не совсем понятно, за этот динамик можно просить больше. Но вот компания идет сейчас по такому пути, что они, в принципе, минимизируя издержки, могут себе позволить снижать цену. Таким образом, имеем 4 модели за 3, 4, 6 и 6,5 тысяч соответственно. И здесь Pride, конечно, проявляет агрессивную политику, не только с упором на качество, но и на ценообразование. То есть динамики, которые реально можно продавать больше, они вот хотят не оставлять шансов конкурентам, а снижают цену до минимума. И динамики действительно интересны и в плане качества, и в плане громкости, и в плане цены. Но у них есть один большой минус. Пока, возможно, их очень ограниченное количество производится. Здесь вот я бы, наверное, все-таки покритиковал бы компанию, что если у вас есть достаточный спрос, достаточное качество, цену можно делать и выше. Вот на данный момент происходит, что выбрасывается на рынок какая-то партия, моментально все продается, и ее нет. У нас есть очень много, 2 пары. Подводя итог, огромный модельный ряд, но опять же многие модели под заказ, опять же их сложно купить, очень хреново с дистрибуцией у компании на данный момент. Очень все круто со сборкой, то что в России, хотя не без косяков, все-таки конвейерная сборка, она больше исключает косяков. Когда человеческий фактор присутствует, то и накосячить можно много, но надо отдать им должное, они очень сильно подтянулись вот с момента первых моделей, где были реальные косяки с качеством, там вот несколько лет назад мы это очень много критиковали, не совсем они всегда
адекватно реагировали на критику, но надо отдать должное, что качество они улучшают и кратно улучшают. Как визуализации, упаковки, так и качество самого продукта. Разработка инноваций, опять же, огромный плюс. Постоянно какие-то модели новые появляются, какие-то технологии, которые не повсеместно используются, а свои собственные. Гарантия, я бы сказал, слабая сторона, потому что до сих пор есть такое клише за компанией Pride, что вот без гарантии у них были сложности. На данный момент, как я уже говорил, этот момент серьезно очень доработали. И дистрибуция. Есть плюс и есть минус. Плюс — это вовлеченность. Они ищут именно вовлеченных людей и только им предлагают свой продукт из первых рук. Соблюдается ценовая модель. Есть интерес продавать этот продукт. То есть, когда продукт дается абсолютно всем, начинаются поливы. Цена товара плавно снижается. Не всегда правильно покупатели реагируют на снижение, повышение цен. Думают, а те, кто продает дешево, те красавцы, молодцы. Это не всегда так. Ценой убивают хорошие модели, и это приводит к тому, что подставляют модели дерьмовые, но на которых хорошая маржа, а качественным продуктом заниматься нет интереса. В этом плане вот эта вовлеченность дает хороший плюс, однако здесь же вот есть большой минус, из-за этого страдает дистрибуция. Очень мало сейчас дилеров по Pride, очень в малом количестве мест вы можете это купить. Вот таким образом мы имеем хороших, качественных продавцов, но очень ограниченное количество. Простой пример вам, вот приедьте в город Ростов и посчитайте, в скольких количестве торговых точек вы сможете найти продукцию Pride вообще или купить ее с хорошей гарантией, с грамотной консультацией. В принципе, я вас уверяю, что это будет порядка 2 точек, может быть там где-то еще какой-то перекупленный товар, и в каждой из этих точек ассортимент будет достаточно ограничен. На сайте у нас практически все модели сегодня из обзора представлены, не все есть и всегда в наличии, некоторые позиции под заказ, уточняйте, но вот практически все, о чем мы сегодня говорили, на данный момент вы можете заказать. Все, это был канал OutSound, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, всем пока, живите громко. Артем комплексует на самом деле, да? Но не потому, что вы не пишете, а потому, что он лицо себе сваркой спалил, как всегда. Он просто из этих отчаянных людей, которые, знаете, смотрят на сварку, да, а потом писаются ночью и спать не могут. Алло, Стас, а у вас машины здесь застрахованы? Оп, обзор Loud Sound. Не забудьте подписаться на канал. Тёма, вот смотри, видишь? Вот блок нормальный, никаких понтов. Смотри, как я не парюсь насчет пыли. У меня вот здесь кулер стоит, он наискось стоит, и он чисто упирается сюда. И вот чтобы он дует вот сюда, короче, ну тут кулеров много, не суть. Вот чтобы он нормально дышал, вот здесь сидером я вытащил и выбросил, потому что он у меня сгорел.